Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и за этой стремительно меняющейся ситуацией. Но основные течения и самое интересное, к чему все идет, будем обсуждать с Евгением Мураевым. Он на связи. Евгений Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Евгений Владимирович, очень и очень, скажем, напряженная ситуация политическая, внутриполитическая. Зеленский в своем туре посетил уже Францию, в Испании, будет с королем встречаться, вот это все, вот объявил о том, что в Турции, там и Витков подъедет, активизируем переговорный трек. И все это на фоне скандала жутчайшего. Сегодня, кстати, с первой попытки даже не смогли снять министров в Кабмине, потому что порошенковцы вышли с плакатами, картонками, распечатанными, заблокировали трибуну, говорят «отставку правительства Свириденко». В общем, штормит не по-детски. Как вы оцениваете ситуацию? Зеленского под снос? Или Зеленский всех отдаст, всех заложит, всех продаст, всех отправит, кого за границу, кого под суд, кого под Интерпол, кого в принципе просто тихонечко в лес, но сам будет сидеть до последнего. Александр, Зеленский как в Маугли, да, эта ситуация Акела промахнулся. При этом он промахнулся еще тогда, когда был картонный Майдан, когда он первый раз попытался ограничить полномочия НАБУ, САП и всей американской антикоррупционной вертикали, и потом дал заднюю. Дал заднюю под давлением Малюка, дал заднюю под давлением Федорова и, по сути, потерял инициативу. И даже теперь то, что они Христенко вытащили из Объединенных Арабских Эмиратов, что беспрецедентно. Говорят, что Умеров туда летал и лично договаривался с принцем, чтобы его экстрадировали, уже нельзя использовать как доказательство против НАБУ, поскольку это будет выглядеть как месть. Касательно Зеленского, мы с вами прекрасно можем судить по делам его. И Зеленский борется в первую очередь за свою жизнь и свои достатки. Да? И ТЦК, которая мобилизирует жесточайшим образом людей, и МСЭКи, которые собирают дань для боярина, вернее, для некоронованной особы, руководящей нашим государством, этому яркое доказательство. Безусловно, Зеленский будет делать все, чтобы сохранить и свою жизнь, и деньги, которые он нажил на украинской трагедии. И его вояж во Францию и завтрашняя встреча с Уиткофом — это как раз попытка провести переговоры и установить договоренности с Соединенными Штатами Америки. При этом мы понимаем, что там есть несколько групп влияния, давайте их так в общих чертах назовем, демократы, да, и переговоры с Макроном, я думаю, как раз ориентированы на переговоры с демократами. Я напомню, что Макрон перед тем, как был избран президентом Франции, работал в банке Ротшильда, известном, в принципе, финансовом спонсоре демократической партии. И завтра он будет встречаться с доверенным лицом Трампа, да, то есть пытаться договориться с демократами. Совершенно очевидно, что кризис, который сейчас развернулся в Украине, это попытка принудить Зеленского к определенным действиям. И почуявшие кровь Порошенко, Тимошенко и Соросята сейчас пытаются полностью переключить все внимание на себя, в первую очередь западных структур. Мы же прекрасно понимаем, что антикоррупционная вертикаль создавалась еще при Обаме, то бишь при демократах, и подбирались ключевые фигуры, которые управляют этими органами. Кроме того, формировалось так называемое гражданское общество в виде активистов, которые финансировали за гранты Сороса и USAID, с которыми начал свою борьбу Трамп, но так и не закончил. Поэтому здесь вариантов несколько. Это пытаются все-таки не дать Зеленскому договориться с Трампом демократы. Трамп уже договорился с демократами, когда как раз на фоне решения вопроса шатдауна. И сейчас американская вертикаль работает на Америку, а не на какой-то из кланов, который управляет Соединенными Штатами. И Зеленского пытаются принудить к выполнению тех договоренностей, которые Трамп с Путиным достигли в Анкоридже. Что из этого правда, узнаем уже в ближайшие дни. Однозначно не
Соросятам, да, которых сейчас возглавляет Железняк, да, и он возглавляет Временную следственную комиссию, очень так небрежно разговаривает со всеми представителями из окружения Зеленского, да, делает он это в присутствии НАБУ и САП, то есть всем показывая, кто в доме может быть новым хозяином. Понятно, что и Рада совершенно неоднородна. Ее сейчас пока еще удерживает Давид Арахамия, он сильно влияет на депутатов за счет того, что, в принципе, он обеспечивает их заработные платы, я имею в виду те, которые платятся в конверте, является лоббистом их интересов и является переговорщиком между всеми парламентскими группами. И заметьте, несмотря на то, что он курирует огромный кусок экономики в Украине, ни одной претензии со стороны НАБУ, антикоррупционной вертикали к нему нет. Поэтому сейчас будет зависеть все от того, о чем договорится Трамп и Зеленский через Уиткова. Если Трамп сейчас выступит и скажет, что то, что происходит в Украине, недопустимо, что необходимо не мешать президенту воюющей страны выполнять поставленные задачи и защищать Украину, то, безусловно, дадут назад и Соросята, и все остальные. Но на сегодняшний день говорят, что СБУ уже не сильно подконтрольна Зеленскому, и Василий... Малюк. Василий Васильевич. Малюк. Василий Малюк, да, на самом деле уже связался с НАБУ, с САПом и, в принципе, принял присягу, сказал, что будет поступать по закону и выполнять функцию, возложенную на СБУ. Поэтому контроля над парламентом становится все меньше, все будет зависеть от результатов встреч. И если коалиция Порошенко, Европейской солидарности, партии «Голос» и «Батькивщины» Тимошенко найдут еще 110 голосов в парламенте, они смогут сформировать большинство. И это будет новая коалиция, которая, естественно, сразу же предложит новую кандидатуру премьера. Соответственно, будет полностью проведена перезагрузка парламента. Но что самое страшное для Зеленского, будет выбран новый спикер. Почему это для него страшно? Потому что спикер парламента в отсутствие президента может исполнять его обязанности. И парламент – это единственный легитимный орган в стране. А насколько мы помним, и Трамп, и Путин ставили под сомнение легитимность Зеленского. И значит, именно спикер является его главным конкурентом и страшным сном. Потому что исполнять обязанности президента он может, если президент поддаст в отставку, что Зеленский, мы понимаем, делать не будет. И если будет проведена процедура импичмента, которая крайне сложная и выписывалась отцами-основателя украинской государственности так, что провести ее фактически невозможно, либо если Зеленского не будет в живых. Поэтому тут масса вариантов и развилок. Возможно, он, как и Умеров, да, сейчас под вопросом вернутся они из командировки. Я думаю, что вернутся. У него есть парашют безопасности, который ему гарантировала Великобритания, который ему, я думаю, обещал Трамп в обмен на ресурсную сделку. Но ситуация так быстро меняется, что рисков достаточно много. Да, и, собственно, все и переживают, и боятся, поэтому многие за границей, не только Умеров, да, и Гринчук, вот это министр, тоже и другие. Но тут другой вот аспект очень важный. Так а где Ермак в этой всей истории? Человек, которого называют Али Баба, как мы уже услышали. Баба Али. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Али Баба, 40 разбойников, красиво. Ему Безуглая говорит, которая как бы с ним порвала, ибо он заблокировал Безуглую в WhatsApp. Говорит, что нет, Алла Борисовна все называют в кулуарах, как бы переключая немножко внимание. Но я вот правда не могу понять. Задача вот этого всего цирка в парламенте сегодня, вчерашних вот многих там высказываний, комментариев, это сбить условно самого Зеленского или табуретку, на которой Зеленский сидит, то есть Али-Бабу. Он же верхом на Али-Бабе. То есть, если, например, Али-Бабы не будет, то он будет ковылять, хромать, маленький, беззащитный президентишка. Он нужен такой. Он нужен, с одной стороны, вот этим силам, которые вы описали, и которые могут прийти и, в общем-то, перезагрузить и парламент, и кабинет министров. Мол, пускай он будет, потому что на него можно повесить все остальное. С другой стороны, он может сдать всех, принять там даже условия анкориджа. О них мы поговорим отдельно, что может быть, да, дальше, какие обновленные форматы.
и сказать, ну, смотрите, я ни при чем. Я ни при чем. Вот есть переворот в парламенте, Кабмин другой уже. Я хотел как лучше. Я вам и 1000 давал на зиму. Я и мира добивался. Смотрите, к Макрону съездил, самолеты как бы организовал. Вот еще самолеты будут в 30-м году от шведов. Я вообще работал. И люди посмотрят и скажут, ну да, он работал. Получается, похабный мир с россиянами, уступая на их, скажем так, претензии, подпишет кто-то другой, кто-то условно, ну, не новый, а обновленный, да, от парламента или от кабинета министров. То есть красиво все равно получается для Зеленского. Саш, помните фильм «Три мушкетера»? Галантерейщик и кардинал – страшная сила. Вот ларечник и президент – это тоже сила. И на самом деле как бы все над Аллой Борисовной и Андреем Борисовичем Ермаком не издевались, да, и какой бы у него, скажем так, не сильно уважаемый жизненный путь был. Вы знаете, что он согласовывал киоски в киевской мэрии, потом их перепродавал. И это все, чем он был знаменит до того момента, пока он стал главой администрации президента. Но, насколько мы понимаем, у него есть хорошие лоббисты. Это и Пинчук, и Левочкин, и это люди, которые на самом деле птенцы гнезда Кучмы, это люди, которые по сути, управляют государством, да, это и группа Фирташа, и Юрий Бойко, поэтому это достаточно сильный клан, и списывать их с игры невозможно. То, что, по примеру Левочкина, Ермак полностью снял с ушей президента почти всех его сторонников, включая личных друзей, от Шефиров до всех тех, кто его сопровождал в избирательной кампании. Единственный, кто удержался, это Арахамия. Это факт. И в плане подковерной кулуарной борьбы Ермак, конечно, достойный ученик Левочкина и достаточно сильно выстроил вертикаль управления. И, по сути, все решения принимаются в его кабинете, потому что весь кабинет министров полностью замкнуты на него. Это его протеже. И несмотря на то, что все решения принимаются, диктуются МВФ и, скажем так, странами-донорами и Великобританией, все равно есть куча аппаратной работы, которая решается в кабинете министров. И он сейчас полностью управляемым Ермаком. Сдаст ли Зеленский всех? Сдаст всех, даже не сомневайтесь. Его интересует, еще раз повторю, две вещи: собственная жизнь и гарантия сохранения его капитала. Если таковым будет компромисс, он будет таковым. Но давайте сейчас подумаем, разделим и посмотрим, кому это выгодно. Западу это выгодно, вот партии войны? Нет, не выгодно, потому что система полностью управляема. Зеленский – ястреб, Зеленский не идет ни на какие уступки, Зеленский ценой будущего Украины, миллионов жертв и поломанных судеб продолжает эту мясорубку, понимая всю бесперспективность продолжения борьбы, потому что фронт говорит сам за себя. И мы каждый день с вами понимаем, что следующие условия мирных соглашений будут хуже, чем предыдущие, потому что мы можем проследить тенденции, начиная от Минских соглашений до Гомельских и до Стамбульских, причем в нескольких вариантах. Поэтому Зеленский послушный очень товарищ и делает все то, что нужно партии войны. Он не выгоден партии мира, если он будет оглядываться на партию войны. Кто сейчас у нас лоббист продолжения военных действий? Мы понимаем, что это в первую очередь Великобритания. Почему? Потому что Великобритания хочет вернуться за стол геополитических игроков. Она потеряла свое значение еще после Первой мировой войны, особенно просела после Второй мировой, но благодаря сильным спецслужбам она, безусловно, контролирует элиты многих государств и может влиять на политические процессы. Но если анализировать ее потенциал экономический и военный, причислять себя геополитическим игрокам она не может. И поэтому, когда переговоры ведутся в треугольнике Вашингтон, Пекин, Москва, Лондону там просто нет места. И для того, чтобы это место получить хотя бы на приставном стульчике, столике, да, они через Зеленского пытаются ломать любые переговоры и провоцировать Трампа втянуться в полномасштабный конфликт. И они одновременно играют с глобалистами, да, которых поддерживает Германия, Великобритания и часть элит Соединенных Штатов Америки. Но теперь давайте посмотрим интересы для Украины. Если переворот все-таки произойдет и придут к власти соросята, да, мы с вами прекрасно понимаем, что это люди без флага, без родины, которые служат Соединенным Штатам Америки, являются неприкрытыми агентами влияния, их компания финансировалась
через Пинчука, да, который является спонсором Демократической партии Соединенных Штатов Америки, и этого не скрывает. Да. Он также проводник интересов Сороса в Украине, а значит, он привел агентов влияния Соединенных Штатов Америки во власть суверенного независимого государства, как написано у нас в Конституции. На самом деле, если они сейчас эту власть получат, их абсолютно не будут интересовать судьбы людей. И все более жесткие решения, которые Зеленский пытался отложить, потому что все-таки еще надеется на свои политические перспективы, переизбраться, убедить Залужного не ходить, не допустить оппозицию к выборам, да, там, каким-то образом загнобить любую себе альтернативу, и пытается давать какие-то подачки, зимние тысячи километров путешествия по железной дороге, которая на самом деле была банкротом до начала войны, а сейчас после масштабных ударов по станциям, по тяговым подстанциям, по локомотивам, да, не может себе этого позволить. Поэтому мы понимаем, что это предвыборный популизм, но он все-таки, если глобально взять, идет в плюс населению. Так играться соросята не будут. Порошенко передал все свои деньги в фонд Ротшильдов, если вы помните, и Траст управляет его активами, поэтому он тоже является заложником решений, которые принимаются без Украины, не в Украине, и тем более не в интересах Украины. Тимошенко, известная дама древнейшей профессии, которая будет выбирать любое выгодное для себя разрешение этой ситуации. Но очень важно, да, как поведут себя, мы с вами говорили, именно представители слуг народов. Я напомню, что самая большая, да, беда Украины – это в иллюстрации, которая произошла после Майдана, когда, я бы сказал, потомственные, да, профессиональные чиновники как класс были уволены за связь с партией регионов, хотя они работали еще и до Януковича при Кучме. По сути, многие из них получили свою работу и прошли по лестнице, да, карьерной еще со времен обретения Украины независимости, и поэтому были кадровыми, профессиональными чиновниками, они были иллюстрированы. После прихода к власти Зеленского он вообще привел в парламент даже не родственников Кумовей, да, а своих коллег по Лиге смеха, по сути, кнопок, которые безропотно выполняют любую его команду, и парламент превратился в орган легитимизации любых решений, которые принимаются в офисе президента. Поэтому если сейчас все переключится под Железняка, а он выглядит сейчас как глава политической вертикали, да, у них есть и свое военное звено, которое возглавляет один из депутатов, вылетела из головы фамилия на «Г». Он сейчас служит в ВСУ, контролирует те подразделения, которые финансировались и создавались при помощи Соединенных Штатов Америки, которые, в принципе, наверное, могут усилить картонный Майдан в случае необходимости. Зеленский все это понимает, поэтому если он не договорился с Макроном, который сейчас, думаю, ведет переговоры с демократами, и завтра ему не удастся убедить через Уиткова Трампа о том, что он лучшая кандидатура, чем Железняк или кто-то другой, будет вполне возможно неконституционная смена власти. Хотя она может пройти достаточно мягко, если Зеленскому скажут, что дергаться нельзя. В любом случае, Украина тогда превратится в FPV-дрон без возможного люфта, и получится полная вертикаль управления. Да? На сегодня американцы управляют антикоррупционной вертикалью. Это и следствие НАБУ, это и САП, прокуратура, это и ВАКС, который принимает решения имени Украины, как судебная вертикаль. И БЭП на сегодня, мы же знаем, что грантоеды пролоббировали своего руководителя. И Малюк в виде службы безопасности. Но еще раз говорю, если Зеленский сейчас пойдет на все уступки, ультиматумы Соединенных Штатов, то, безусловно, в Украину поступит сигнал, и все нормализуется. И неважно, будет ли широкая коалиция оформлена в парламенте. Главное, кто будет управлять всеми процессами и армией. Я не исключаю даже возвращение Залужного на место Сырского, если Зеленского превратят в английскую королеву. Потому что на самом деле вся власть держится на штыках, на вооруженных силах Украины. И кто управляет армией, тот по сути и будет управлять государством. Евгений Владимирович, смотрите, то есть вы как-то обрисовываете вот эту сторону, да, монеты.
о том, что Украину, собственно, наоборот, да, меняют ради войны и продолжения стачивания об Россию и, в общем-то, для нанесения большего ущерба России. Однако тоже какой-то специфический момент по поводу встречи завтрашней Зеленского и Уиткофа. Россияне открестились, говорят, мы ни при чем, мы даже не в курсе, ребята, то есть, мы-то наблюдаем, но это не возобновление переговоров. Зеленский делает громкое заявление, что он давайте возобновлять. Встреча с Уиткофом, встреча не по чину, встреча, понятно, да, этого Виткофа отфутболивали и награждали такими эпитетами, что он там не профессионал, не человек, заявления плохие делает, вот это все. Но, тем не менее, едет встречаться. Это создает впечатление, что Зеленского душили и к чему-то, если не додушили, не наклонили, там очень серьезно полунаклонили, к чему-то полусклонили. Но русские вроде как делают вид, что мы не в курсе. У меня два вопроса. Вопрос первый. Если посмотреть это в разрезе того, что это Трамп с постоянными оговорками и комментариями разной темы. Эпштейна, например, комментирует, но в конце говорит, мы занимаемся и этим, и этим, и этим. Я закончил 8 войн, 9-я вот скоро. Скоро 9-я. Вот скоро 9-я война закончится. Я закончу 9-ю войну. А тут Витков с Зеленским. Россияне не в курсе. То есть, абсолютный театр. Мы видим, что это театр. Может быть театром и одно, и другое. И вот это представление условной группы Сороса в парламенте, вокруг парламента, с НАБУ, вот этими всеми подозрениями. Потому что, я знаю, вы тоже в здравой степени человек циничный. Можно же на пальцах пересчитать. А кто где? А кто сел? Советник какой-то там в СИЗО, да? Все залоги повносили против девочек бэк-офиса. Миндич вообще, собственно, красиво его лишили паспорта, и он сейчас в Тель-Авиве, ничего не угрожает. Даже Цукерман, особо ценный человек Миндича, бухгалтер, да, финансист, он тоже... То есть, никто не пострадал. Все только поднимают перья, пыль столбом стоит от этого всего, угрожают какими-то новыми сливами, но их же может и не быть, если все будет хорошо. Если мы предполагаем, что американцы продавливают некий интерес русских, да, то есть в завершении войны и уступки в сторону России, что это может быть за конфигурация? И готов ли Зеленский обменять условную угрозу внутри страны, угрозу, как для человека, который сдал Украину во время войны, да, это ведь постоянно он боится этого, все говорят, боится радикалов, на безбедное существование себе, своим партнерам, друзьям, с которым пилили деньги. Саша, огромный пласт вопросов вы задали, просто фундаментальный. Давайте начнем сначала. Насчет театра и заявления Российской Федерации о том, что они не в курсе о переговорах. Это лишь подтверждает то, что мы с вами перед этим обсуждали. Зеленский летит с Уиткофом обсуждать не мирное урегулирование, а свое существование. То есть к нему прислал Трамп парламентера для того, чтобы с Уиткофом обсудить ситуацию в Украине. И это касается политической ситуации, а не военного конфликта с Украиной. Поэтому они будут обсуждать, каким образом из этого кризиса выйти. Будет ли Зеленский британской королевой, или он все-таки будет тем полезным идиотом, который будет выполнять абсолютно все требования, причем Трампа. Давайте еще раз делить интересы американских элит. Они диаметрально противоположны. И почему это важно? Потому что Трамп постоянно говорит об украинском кризисе, памятуя, что в октябре 2026 года будут промежуточные выборы в Конгресс, где он может потерять свое большинство и станет тем Трампом, который был во время первой своей каденции громогласным, но ничего не решающим. Почему это может произойти? Потому что выборы 2 мэров крупных городов Соединенных Штатов, включая Нью-Йорк, принесли сокрушительное поражение республиканцам. Там победили не социалисты. Да? То есть в Америке сейчас идут вообще грандиозные процессы. И я часто говорю, да, что Америка на пороге гражданской войны. И некоторые мне пишут в комментариях, что это не соответствует действительности. Мы об этом поговорим через год, 2, 3, когда Трамп будет реально передавать свою власть. И я думаю, что
там огромный клубок проблем, который может вытечь в гражданское противостояние. Поэтому для Трампа ключевым вопросом является вопрос украинского кризиса в момент до выборов в Конгресс. Почему? Если он это выполнит, то вся его политика будет оправданной. И, в принципе, война, которая происходит в Украине, она действительно грозит перерасти в Третью мировую, если будет грозить поражением, да, или существенным ущербом Российской Федерации. Мы же понимаем, что Российская Федерация обладает ядерным потенциалом, и учитывая отношение, которое артикулирует Путин к украинскому народу как братское, ни разу его не применяла. И, по сути, ведет достаточно ограниченные боевые действия, потому что и мосты, и ключевые логистические пути на самом деле остались невредимыми за 4 года военного конфликта. А то, что наносятся удары по энергетической инфраструктуре, я напомню, что в первую очередь хочу напомнить украинцам, Зеленский прервал энергетическое и морское перемирие, которое было, наверное, негласно подписано между Российской Федерацией и Украиной, да, когда была отменена зерновая сделка. Мы не помним ударом, наверное, долгое время по портам, по кораблям, по баржам, по всему водному транспорту. И долгое время не было ударов по энергетической инфраструктуре. Но после ударов по российским НПЗ, по наливным терминалам, по баржам, которые относятся к теневому флоту, да, сегодня был первый удар по танкеру, который ЛНЖ-газ, сжиженный газ привез, да, из Турции, турецкому. Поэтому, в принципе, это все продолжение политики Зеленского, на которую его толкали ястребы, которым выгодна война в Украине, как часть цепи конфликтов, которые сопровождают смену мирового порядка. Мы прекрасно понимаем, что есть свои интересы у Китая. И если сегодня вы читали, да, сегодня была принята резолюция ООН по Газе. И, кстати, многие средства массовой информации в Украине, как ни странно, страна EVA почему-то напечатали фейки, да, они написали, что и Россия, и Китай проголосовали за создание переходного правительства, да, которое возглавит Трамп. На самом деле и Россия, и Китай воздержались, потому что они не понимают механизмов, каким образом все эти вещи будут имплементированы в жизни. Но все написали, что все проголосовали почти единогласно. Поэтому цепь вот этих событий, она взаимосвязана. И Зеленский сейчас, по сути, ключевая фигура, которая может выполнять ту или иную функцию, которая необходима либо Трампу, чтобы переизбраться, да, переизбрать Конгресс, либо демократам, которые заинтересованы в его провале и к возврату, к возобновлению глобального проекта. Потому что, судя по переговорам в Анкоридже и судя по тем реляциям, которые мы потом слышали от официальных лиц Соединенных Штатов и России, договоренности достигнуты по широкому спектру вопросов. Также встреча в Пусане Си Цзиньпиня и Трампа говорит о том, что прекращена тарифная война, что решены вопросы допуска американских товаров на китайский рынок, что возобновлен экспорт Соединенных Штатов редкоземельных металлов, которые являются незаменимыми для ВПК и для высокотехнологичных отраслей, производства чипов, для развития искусственного интеллекта. Это говорит, что Трамп идет на совершенно другие договоренности, на которые не готовы были идти глобалисты. Поэтому чья сейчас скрипка будет громче, кто сильнее может повлиять на Зеленского, тот, по сути, сформирует правительство и внешнюю и внутреннюю политику в Украине. Еще раз повторяю, совсем немного дней осталось. Я, честно говоря, считаю, что чем быстрее война закончится для Украины, тем больше шансов на возобновление нашей страны и на возврат наших граждан назад. И тем меньше, на самом деле, людей погибнет, инфраструктура будет разрушена. Поэтому я надеюсь, что линия Трампа возобладает, что будет достигнуто перемирие. И поверьте, те условия, которые у нас есть сейчас, они по-любому лучше тех, которые будут через год. Поэтому Зеленский сейчас, оказавшись в такой скандальной ситуации и потеряв огромную часть рейтинга, думаю, уже не думает о продолжении своей власти, и поэтому пойдет на любые уступки, если ему будет гарантировано
безопасность, сохранение его капитала и эвакуация в страну, которую он выберет. Я думаю, что сейчас об этом, вокруг этого идут торги, и кто будет управлять, от этого тоже будет зависеть. Ну да, и понятно, что косвенным подтверждением этих слов является Умеров со своими танцами «приеду, не приеду». Ну, прям реально пошли слухи, прям такие. У меня есть полная информация. У Зеленского действительно истерика. Вы не поверите, какое количество людей начало звонить в последнее время, которые коренным образом владеют ситуацией, которая происходит в стране. Они все понимают, что мы на пороге грандиозного шухера, как говорилось, да, в свадьбе Малиновки. И поэтому Резников сейчас пытается решить вопрос в Соединенных Штатах. И я так понимаю, прилет Уиткова в Турцию – это его договоренности. Умеров проскакал весь арабский мир. Да? Мы знаем, что он в родственных отношениях с серьезными арабскими семьями и, в принципе, может оказать влияние значительное через свое лобби, да, на позицию ряда исламских стран, и в том числе, в первую очередь, Турции, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, да, на отношение к кризису в Украине. А насколько мы сейчас видим, да, что происходит на рынке нефти, какое идет глобальное падение, обвал цен, мы понимаем, что эти страны играют ключевую роль, потому что они являются основными нефтедобывающими странами, и к их мнению будет прислушиваться, безусловно, администрация Трампа. Ну и плюс Зеленский сам, да, несмотря на то, что горит сарай, да, уже, наверное, и хата загорелась, отправился в турне, понимая, что эти вопросы решаются сейчас именно извне, потому что его субъектность внутри дала трещину. А то, что вы говорите о Соросятах, Порошенко и Тимошенко, то это их звездный шанс. Если они сейчас не получат власть, они так и останутся статистами, и Зеленский не забудет им этого порыва однозначно. Потому что как только он войдет и начнет играть по правилам, которые ему продиктованы, ему вернутся его полномочия для того, чтобы он этого джина загнал назад в бутылку. Но, насколько мы понимаем, я по себе могу сказать, да, он очень злобный, злопамятный. И я думаю, что будет давить на всех представителей парламента, которые сейчас пошли в атаку. Все будет зависеть, еще раз говорю, от внешнего решения. Буквально 2-3 дня все поймем. Просто, понимаете, получается странная логика. У нас остается, значит, Зеленский, проворовавшийся, на чьих руках кровь, да, у нас и какие-то вот эти новые смотрины с партии войны, да, обновленные, там, Залужный у руля еще. А есть люди, которые смогут гарантировать мир? Или эти люди – это Трамп, Уитков и четко американцы? Просто вот правда, а с кем, вот правда не с кем договариваться? Саш, смотрите, проект «Антироссия», да, о котором я говорю с 2014 года, он себя исчерпал. То есть уже совершенно понятно, что Украина не в состоянии нанести стратегическое положение на поле боя ввиду нехватки мобилизационных резервов. Все совершенно четко осознают, что введение под любым соусом войск, под видом миротворцев, под видом войск НАТО на территории Украины – это однозначно красная линия для Российской Федерации. И думаю, что и в Анкоридже, и по другим дипломатическим каналам доведено до всех лидеров, что это может вызвать ядерный ответ ввиду несопоставимости потенциала Российской Федерации и стран, входящих в НАТО. Население в 5 раз меньше, вооружений гораздо меньше, экономика значительно меньше. Поэтому я думаю, что этого не будет. А значит, нет никаких перспектив. Но продолжение финансирования этого конфликта достаточно дорогостоящая история. И Соединенные Штаты, понимая бесперспективность, финансировать это не хотят, а европейцы, которые в это втянулись, финансировать это не могут. Потому что и благодаря молитвам Трампа и его обособленному отношению к отдельным руководителям европейских государств, входящих в Европейский Союз, формируется несколько центров принятия решений. Мы видим уже вновь сформировавшуюся тройку Чехии, Словакии, Венгрии. Мы понимаем, что главными ястребами в Европе являются Франция и Германия. Это страны, которые входят в Е3 после Брексита: Великобритания, Франция, Германия. И именно эти 3 страны взяли на себя самое большое финансовое бремя по
финансированию украинского конфликта. Но у них денег недостаточно, а деньги Евроклира, скорее всего, не будут переданы в виде репарационного кредита, ввиду того, что сильно много тех стран, которые выступают против. Помимо тех 3 стран, которые мы с вами обсудили, Чехия, Словакия и Венгрия, выступает против и Бельгия, на территории которой размещен самая основная часть средств замороженных активов Российской Федерации. А все решения в Европейском Союзе принимаются исключительно консенсусом. И достаточно, чтобы только одна страна была против, чтобы решение не было принято. Но, соответственно, на следующий год, по словам Урсулы фон дер Ляйен, да, главы Еврокомиссии, на финансирование украинского конфликта нужно порядка 160 миллиардов евро, из которых локомотив экономики Европейского Союза Германия выделила всего 11,5 миллиардов. То есть где взять еще 150 миллиардов, чтобы покрыть дефицит затрат на финансирование социальных и военных программ в Украине, неизвестно. Поэтому вполне возможно, все заинтересованы выйти из этого конфликта, извлеча из этого максимальную выгоду. Какая выгода? Ну, это в первую очередь защита столетнего договора, которое было подписано в Великобритании с Украиной, и дублирующий его фактически и конкурирующий с ним договор о ресурсной сделке с Соединенными Штатами Америки, которую подписала Свириденко. Поэтому есть у Зеленского шаткие и весьма небольшие основания полагать, что, выступая за защиту гипотетических интересов на территории Украины, все-таки продолжится финансирование этого конфликта. Но я уповаю, что этого все-таки не будет. И как и говорил о своих прогнозах, к концу следующего года завершение конфликта будет неизбежным. Понятно, что этот год уйдет на, в первую очередь, глобальные геополитические договоренности между Пекином, между Москвой и Вашингтоном. Будут сформированы новые мировые институты или новые мировые правила, которые будут поддерживать новый мировой порядок. И Европы там места не будет. Я думаю, что она будет сегментироваться, она будет дробиться на более мелкие центры. Почему я, в общем-то, все время и говорил о том, что путь в НАТО – это путь вообще в никуда, да, этот блок начал трещать по швам. И обратите внимание на реальные дела Трампа. Он выводит войска из бывших стран Варшавского договора, да, из Восточной Европы, переводит их в Западную и в Соединенные Штаты Америки. А это, в принципе, одно из требований Российской Федерации о новой архитектуре и о возврате тех договоренностей, которые были достигнуты по результатам Второй мировой войны. Поэтому посмотрим, Саш, совсем немного времени, но еще раз, если мы, как украинцы, переживаем за свою страну, да, и за свои перспективы, то лучше, чтобы война закончилась максимально быстро, а значит, та концепция, которую выработал Трамп и Путин, была реализована любой ценой. Дальше будем разбираться. Ну, тут сейчас ходят слухи разные о том, что действительно Ермака убирают там. Кость Бондаренко шутит, что ко дню рождения, в пятницу, сразу по возвращению с Турции, а вместо него якобы могут поставить Маркарову. Там какая схема? Маркаровой будет там в теневом формате руководить тот же Али Баба, а это, наверное, будет Маркарова Шахерезада. Да? И вот это вот... Саша, это полный бред. Еще раз. Надавить на Зеленского могут республиканцы, потому что они сейчас у власти. А Маркарова – это представитель, который... делала встречу Зеленскому, если вы помните, с демократами на каких-то военных заводах в разгар избирательной кампании, что Трамп предъявлял ввиду претензий Зеленскому. Если вы помните, Маркарову после этого убрали с поста посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Не сразу. Очень есть долго. Определенная инерция, есть определенное время. И пока Зеленский не получил команду от всех остальных участников банкета о том, что с Трампом не надо ссориться и надо идти на компромиссы с любым и его требованиям, потому что без глобальной поддержки США, за которую в первую очередь отвечает президент Соединенных Штатов Америки, а это сейчас Трамп, Украину вытянуть никто не сможет. И Украина потерпит поражение, наверное, более глобальное. Потому что чем хуже будет ситуация на поле боя, чем хуже будут ее перспективы, тем жестче будут требования. Потому что капитуляция – это не подарок. И
все требования, которые озвучил Залужный, да, а на самом деле это требования Великобритании, возврат территориальной целостности, то есть возврат Крыма, Донбасса, выход на границы 91 года, репарации на восстановление, это требования, как будто бы Россия потерпела поражение и подписала капитуляцию. Соответственно, согласилась на возврат территорий и на восстановление всех повреждений, которые нанесла в ходе военных действий. Этого, естественно, не будет. Будет как раз, к сожалению, для Зеленского в первую очередь и для Украины наоборот. Поэтому чем быстрее, повторяю, это закончится, тем меньше, извините, это дерьмо мы будем хлебать чайной ложечкой. Еще раз, каждый день работает против нас. Каждый день мы видим потерю территории и разрушения. Никто их не вернет, и компромиссов быть не может. Уже компромисс, который просматривается и на который не согласна Российская Федерация, что признали Соединенные Штаты как законное требование, да, это же не линия разграничения, это линия разграничения плюс остальная территория Донбасса. Чем больше времени, тем больше территории Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областей мы будем терять. Это, по-моему, очевидно. И здесь уже не до амбиций, не до ампломба. Надо понимать и трезво взвешивать ситуации. Политика — это искусство возможного. Поэтому ничего более благоприятного для Украины нет, потому что это невозможно ни политическим, ни военным путем достигнуть. Ну, знаете, тут опять-таки людям что скажут? Вот это вот так интересно на самом деле. Кого интересует вообще мнение людей в стране, в которой хватают за шиворот, бросают в бусики, садят за посты, за любые высказывания и преследуют за инакомыслие? Александр, все поражены в правах полностью. Поэтому все примут. И я вам больше скажу. Если бы Зеленский не узурпировал мнение украинцев, и если бы действительно, как написано в Конституции, территориальные вопросы решались на референдуме, я думаю, чтобы ответ был весьма закономерным. Смотрите, Донбасс, давайте откровенно, уже почти полностью разрушен, и его оборона будет стоить еще сотен тысяч жизней украинских граждан. И огромное количество денег и долгов, которые придется отдавать. Разговаривая с украинцами из различных областей, включая западные и юго-восток, да, и центральную Украину, я понимаю, что они бы согласились на передачу этих территорий по одной простой причине, понимая, что, еще раз говорю, следующее условие будет хуже, последствия будут болезненнее, придется заплатить жизнями родных и близких, не согласны только те, кого это не касается. Говорят, в Киеве ездит огромное количество Роллс-Ройсов «Фантомов», да, которое появилось после начала военных действий. Это люди, которые паразитируют на войне, которые зарабатывают на крови, потому что никакого супербизнеса в стране, в которой разрушена энергетика, экономика, не хватает кадров, кроме войны, быть не может. Так вот, чем больше этих Роллс-Ройсов, они все на крови, тем больше будет продолжение, желания, да, и дискуссии по поводу того, что мы будем бороться до конца, до границ 91 года. Борются те, кто не борется. Вы вспомните, сколько в студиях телеканалов кричало, да, народных депутатов, как они пойдут защищать страну, включая Гордона. Где они? Они также в студиях и остались. А простых рядовых граждан ловят просто как собак. Да? Сейчас примут решение ходить по домам. Вот если придут соросята, я вас уверяю, смотрите, я не фанат Зеленского. Зеленский полностью растоптал все то, что я создавал за всю жизнь, навешал на меня уголовных дел, ввел санкции и очень сильно поменял мой привычный распорядок дня. Но мне пришлось начинать жить сначала. Я считаю, что это конченая тварь, извините меня, пожалуйста. Но когда мы с вами анализируем перспективы, я стараюсь быть взвешенным и аналитически подходить к этому вопросу. Так вот, в данном случае, если выбирать между полностью управляемыми соросятами и Зеленским, большего вреда стране, конечно, принесут соросята. По какой причине? Еще раз говорю, они не собираются переизбираться. Их задача — прийти и выполнить миссию. Если они выполнят ее в этой каденции, следующая им будет не нужна. Поверьте, они все будут обеспеченные люди, имеют американские паспорта, будут жить в Соединенных Штатах Америки припеваючи. Так вот, они снизят мобилизационный возраст однозначно. Они разрешат ходить по квартирам и по домам для того, чтобы вытаскивать прячущихся от мобилизации граждан, и это будет настоящая катастрофа. И тогда вполне возможно к
полномасштабным военным действиям на территории, добавится еще и гражданское противостояние. Ничего хорошего это не сулит, поверьте. Поэтому я очень надеюсь, да, что Трамп все-таки додавит, Зеленский останется, подпишет свою капитуляцию, потому что украинцы — это не ваша капитуляция. Не вы эту войну начинали, не вы ездили на Мюнхенскую конференцию и грозились там, что вы сейчас возобновите ядерный статус и будете угрожать Крыму. Не вы не пошли на переговоры, которые обещал Зеленский перед выборами, помните, стать на колени, хоть чертом лысым договориться, но прекратить эту бойню. Не вы это делали, это делал он. Делал умышленно, врал, зарабатывал на войне. Я вам говорил это на протяжении всего времени, что это коррупционная власть. Вы сомневались. Сейчас вы увидите пленки. Поверьте, если вторая, третья серия. Саш, вот вы говорите о доказательствах. Я тут тоже к чести, да, и к справедливости, если обращаться, скажу вам однозначно. А нет доказательств этих преступлений. Даже не сомневайтесь, они многократно выше. Коррупция не только в энергетике, она абсолютно везде, где двигаются деньги, где они выделялись на строительство укреплений, на закупку оборудования. Везде поголовная и тотальная. Но телефонные переговоры не могут являться безапелляционным доказательством, да, по которому сейчас происходит вот эта судебная история. Нужны экспертизы, нужна процедура, да, ее соблюдения. И это потребует времени. Но учитывая, что мы живем в подобное время, даже политических обвинений будет достаточно для того, чтобы сменить режим Зеленского. Но, повторяю, это будет не в плюс обычным украинским гражданам, потому что соросята — это еще большее зло. С них началась оранжевая революция, они провели Майдан, они, по сути, не дали Порошенко принять особый статус Донбасса, если вы помните, 2 или 4 сентября, уже не помню точно, он попытался внести изменения в Конституцию Украины, когда была взорвана граната на пороге Верховной Рады и погибло 4 нацгвардейца. И это они корень всех наших бед. Поэтому если эти ребятки сейчас получат власть, ничего хорошего не жди. И это мясники. Тогда я все равно хочу, чтобы вы прояснили российский гешефт от всего происходящего. Ну вот российский. Потому что... Саша, я сейчас, если буду объяснять, я на самом деле достаточно это объяснил еще в январе этого года. Нет, опять скажут, что я оправдываю агрессию. Смотрите, гешефт именно, смотрите, вот я сейчас, я точечно больше, ну, я понимаю, что вопрос обширный, точечно. Так а смысл подписывать с Зеленским что-либо, проворовавшимся, нелегитимным? Может, и правда лучше переключиться на Раду, а они хоть более или менее легитимны, ну, хоть, да, там, меньше вопросов, хотя есть, конечно, там, ну, нюансы, но тем не менее. И, собственно, ну, Зеленского оставить вообще козлом отпущения в этой истории. Может ли Россия сыграть такую комбинацию, и нужно ли ей это? Саш, 8 января в своем первом интервью из Китая, да, я на самом деле говорил, что у меня плохие новости для украинцев, да, несмотря на всю эйфорию от того, что у Трампа должна была быть 20 числа инаугурация, и он обещал за сутки мир. Я говорил, что мира не будет, и в лучшем случае это конец 26 года. Там же я объяснял, что Зеленский не нужен, и Зеленский нелегитимный. И даже если этот вопрос временно снимут с повестки дня, подписывать с ним соглашение никто не будет. Единственный легитимный человек в стране, ну так выписана наша Конституция. Да, в Конституции никто даже не предполагал, что президент попытается узурпировать власть и просидеть больше 5 лет. У нас есть принцип, действует принцип непрерывности власти, это правда, но только по парламенту прописано, что следующие вступают в законную силу, да, после принятия присяги. Да, и предыдущий парламент имеет полномочия до принятия присяги новым избранным созывом. Так вот, поскольку новых выборов не было, и присягу пока приняли только депутаты, которые были избраны в 2019 году, они и есть легитимным носителем власти. И у них есть руководитель, глава Верховной Рады, который избирается из числа народных депутатов. И он может выполнять функции президента. И мы с вами говорили, только в 3 случаях, если президент
подал в отставку, была проведена процедура импичмента, либо он умер. Поэтому Зеленский в большой опасности. Я тогда пошутил, что будет проведена операция «Трусы Навального», да, что Зеленского отравят, чтобы обвинить русских, да, в этом. И канонизировать его, сказать, вот он боролся, вот он молодец, но русские его убили, а теперь легитимный глава Верховной Рады подпишет все договора. Почему я говорил именно так? Потому что представьте, если сейчас реально достать пленки, в которых будет понятно, что Зеленский паразитировал и на военных потоках вместе с Ермаком, что часть денег, заработанная на военных закупках, уходила в том числе и европейским лидерам, и компаниям-поставщикам этого оборудования. Это будет международный скандал. Тогда вся эта коалиция желающих, нежелающих, импотентов и прочих, вся демократическая часть Запада превратится просто в моральных уродов, которые зарабатывали на украинской войне. И вы даже не сомневайтесь, что так и было. Потому что снаряды, которые в начале войны стоили по 500 евро, да, потом продавались по 5, по 6 тысяч. Объясню почему. Чтобы вот этот вот вершок отлично делился между лоббистами, между президентами стран, которые выражали инициативу там, по артиллерии, да, Чехии и так далее, и многих других государств. Друзья мои, война – это кровавый, огромный бизнес. Поэтому я думаю, что этого постараются, безусловно, не допустить. Поэтому у русских, конечно, есть желание прекратить этот конфликт максимально быстро. Объясню почему. Ну, вы же очевидно понимаем, что территории России не занимать. Это 1/6 часть суши. Это самая большая страна в мире. Это самая большая страна в мире, я вам скажу, еще с плотностью населения достаточно невысокой. Поэтому приобретать территории, а мы видим, в какой ситуации, да, во что они превращаются после военных действий, то есть это, по сути, аналог сирийского конфликта, где каждый дом, обороняющаяся сторона, в данном случае Украина, превращает в укрепрайоны, пока эти дома не сотрутся до фундамента, до основания, да, населенные пункты Зеленский не дает приказа отходить. Мы же видим, что происходит и в Покровске, и в Мирнограде, как в Набат бьют тревогу все и волонтеры, да, и активисты, и тех, кто когда-то говорил, что то же самое происходило в Бахмуте, да. Поэтому, друзья мои, еще раз, им точно эта территория не нужна. Да, им нужна гарантия безопасности, сухопутный коридор, возможно, там перешеек с Приднестровьем и так далее. Но давайте откровенно, это огромное бремя. И есть обязательства, огромное бремя для экономики. Гибнут люди с двух сторон. И здесь нет людоедов. И как бы украинская власть не пыталась превратить всех там в орков и других героев Толкиена, любой руководитель государства, конечно, если он ассоциирует себя с государством, да, в отличие от украинской власти, старается сохранить свое население и заботиться о своей рейтинге, репутации, жизни граждан, социально-политических настроениях. Поэтому прекращение войны в интересах обоюдных и России, и Украины. Просто Россия самостоятельно и может пойти на это, а Украина нет. Она будет выполнять функции, которые ее заставят выполнять. Да? Потому что, по сути, только нашими руками ведется эта война, связь, координация, управление боем, деньги, системы вооружения поставляются извне. И если этот поток прекратится, война прекратится в ту же секунду. Поэтому думаю, что если сейчас все-таки Трамп сможет давить, то те условия, которые были озвучены, я думаю, что мало тех, кто сомневается, что российское руководство держит слово, но, по крайней мере, таких прецедентов не было. Да? То, что говорили, обычно выполняли. И если это было сказано вслух, то я думаю, что это будет выполнено. Как бы ни рассказывали, что русским нельзя верить, и там, как там любят говорить, да, соглашение с ними подписано и не стоит и бумаги. Это не так. Это не так. И по тому, как происходит война, да, сравните с войной в Газе, в Югославии и так далее. Но мы понимаем, что, еще раз я повторю, она ведется ограниченными способами. И я понимаю, что трагедия – это гибель каждого гражданского в первую очередь. Он свою судьбу не выбирал. Но так если и военные тоже не выбирали. Если поставить военные в Украине, да, не выбирали. Те, кто шли воевать по контрактам за деньги, это был их выбор исключительно. А тех, кого поймали, как собак запихнули в бусик и отправили на фронт, это жертвы. Жертвы, в первую очередь,
украинского режима, который возглавляет Зеленский. Поэтому еще раз, да, это безусловно трагедия. И гибель каждого мирного – особая трагедия. Но если сравнить количество погибших в Газе или во время других конфликтов в Сирии, да, вы, наверное, сильно удивитесь в процентном соотношении. Но еще раз, я не хочу оправдывать никого. Война – это ужасно. Война стирает в первую очередь славянский народ на радость англосаксам, Великобритании и всем остальным. И чем быстрее мы это прекратим, тем будет лучше. И если Трамп действительно не играет, хотя республиканцы всю жизнь были более радикальные, чем демократы, да, и первое летальное вооружение дал именно Трамп Украине, да, и начал такое более глобальное вооружение. Но если сейчас он не кривит душой, если он действительно готов, учитывая мировой контекст, его отношения с Китаем, невозможность продавить позицию Индии и Китая, да, там, по многим глобальным вопросам и разрушить БРИКС как новый экономический союз, я думаю, что это все реально. У меня финальный вопрос нашей сегодняшней встречи. Друзья, поставьте лайки, подпишитесь на Евгения Мураева, подпишитесь здесь, если не подписаны на этот канал. Да, каналы подсанкционные, поэтому нужно пользоваться VPN, нужно поменять страну в Телеграме. Саша, вы знаете, что в Телеграм уже можно выкладывать видео. И на самом деле Телеграм сейчас выглядит как самая демократичная площадка. Поэтому я, если можно, вас дополню. Да, подписывайтесь, пожалуйста, и на мой Телеграм-канал, и на телеграм-канал Александра Шелеста. Эта возможность уже есть. Часовые интервью вполне выкладываются аудиодорожки. Вам это, может быть, даже будет удобнее слушать где-то, находясь в дороге или так далее. В любом случае, ну, я не знаю, у меня уже, наверное, 5-й YouTube и 5-й TikTok, так же, как и у вас, да, Александр? Телеграм так не блокирует. Поэтому если давайте оставаться на связи, все быстро меняется. Я думаю, что у нас впереди много дел. Ну, напомнили вы, конечно, с Телеграмом мовную омбудсменку, которая говорит, надо запрещать Телеграм, конечно. Вот это вот пропаганда, вот это... Иначе Украина, может, и останется, но она украинской не будет. Не буде українською. На самом деле все телеграм-каналы, большие, крупные, Труха там и прочие, Инсайдер, ну, многие другие такие вот именно прямо прозеленские каналы, да, они контролируются офисом президента, они контролируются службой безопасности, и они создают определенную информационную повестку. Поэтому омбудсмену надо что-то говорить, а те, кто понимают прикладные возможности тех инструментов, которые у них находятся в руках, я имею в виду технологов банковой, да, они, конечно же, это сделать не дадут. Кроме того, это вызовет широкий резонанс в мире, а учитывая, что и так во всех резолюциях ООН и заключениях, которые пишут международные организации, Зеленского обвиняют в построении тоталитарного режима, в борьбе с свободой слова и в преследовании оппозиционно мыслящих политиков. Да, я хотел бы, если так попробовать резюмировать, смотрите, два варианта распутья. Ну, понятно, что есть вариант спектакля, как вот это вот с Маркаровой, ее пригласил вместе с Ермаком Зеленский, ну, и других вбросов, их сейчас будет очень много. Ну, в принципе, два магистральных варианта. Или гнездо Сарасова, условно, да, заколот, хорошее украинское слово, да, заколот. Бунт своеобразный, передел власти. Зеленский хромая утка, или Зеленского вообще уходит, возвращается прям Залужный, в общем, герои, все как положено, и все с новой силой. Разумнее в этом случае, если хочет жизнь сохранить. Ну, то есть, вот этот вариант, этот куст сценариев, и куст сценариев другой, когда Трамп все-таки делает свое дело, Зеленский ложится под Трампа, пытается балансировать немножко, но, в общем, все идет к какому-то миру. Но у меня возникает один важный вопрос, и он такой, больше, конечно, теоретический. Я задавал его в каком-то из стримов на неделе, вот. Но он очень важный. Грузины вышли, они традиционно говорят, закрыть все антикоррупционные органы, все эти заявления слышали и так далее. Но там есть очень такая своя специфическая идея. Говорит, Папуашвили, по-моему, да, говорит спикер парламента. Значит, мы предлагаем, чтобы голосование за грузинскую власть осуществлялось внутри Грузии. То есть без вот этих заграничных участков, без вот этого всего. Идея такая.
ну, понятно, что, с одной стороны, люди за границей, они тоже как бы граждане, они тоже право имеют. Люди бывают за границей по-разному и в разных обстоятельствах. Кто-то в командировке, кто-то в длительной командировке, кто-то, да, живет, но... С другой стороны, Украина вообще вводит и двойное гражданство. Но мне вот очень интересно, как вы относитесь к подобной идее в контексте вот ближайших выборов? За судьбу Украины должны голосовать те, кто находится в Украине. Я не имею в виду прожили все вот это время войны или вот эти радикальные идиотические, вы тоже слышите их периодически, солдат там, например, каких-то, ну, измышления, что «а давайте вы нас будете содержать, а все уклонисты пожизненно военный сбор». Нет, не об этом речь. Но вот сам процесс голосования за Украину, украинскую власть с украинским паспортом внутри Украины. Как вы относитесь к этой идее? Давайте по порядку. В случае с Грузией абсолютно позитивно, потому что если посмотреть, например, Молдовы, то Санду победила на заграничных округах исключительно. То есть мы понимаем, там, где оппозиция не могла контролировать голосование, были осуществлены масштабные вбросы, да, и по сути Санду получила перевес, хотя она эти выборы проигрывала в одну калитку. Касательно Грузии, я тоже допускаю, что они правы в этой ситуации, но не касательно Украины. Если бы это было до войны, то я бы сказал да, потому что, если вы помните, были аномальные результаты голосования в Европейском Союзе, да, в Российской Федерации. Участки вообще не открывались, то есть было поражение в правах части граждан, и это было очевидным. Сейчас, когда после начала широкомасштабных военных действий за пределами государства находится половина населения, поражать их права может только имбецил. И те, кто выражают такие идеи в Украине, должны понимать, что, поразив своих граждан, которые находятся за границей в правах, они, скорее всего, никогда не вернутся домой. И если они не вернутся домой, и Украина с ее оставшейся территорией и населением будет абсолютно не жизнеспособной. По состоянию на 2019 год нам не хватало, я считал, поверьте, очень скрупулезно и подробно, да, нам не хватало 5 миллионов рабочих рук для того, чтобы не брать кредиты МВФ на покрытие дефицита бюджета. То есть вот эта добавленная стоимость, которую создают рабочие руки, да, исчислялась 5 миллионами. Это как раз были наши граждане, которые уехали работать в Российскую Федерацию или в Европейский Союз. И наша задача была создать такие условия, чтобы они назад вернулись. И тогда мы бы могли жить без постоянных, да, траншей МВФ. Но если сейчас вот это решение будет принято и будут ограничены в правах граждане, которые находятся на территории других государств, они вообще распрощаются с Украиной и не вернутся в нее никогда. И формировать тогда власть будут люди, которые исключительно находятся сейчас под гнетом пропаганды. И, друзья мои, я еще раз скажу, да, тем, кто пишет разные, рассказывает, что надо баллотироваться, не надо баллотироваться, не будет в ближайшем обозримом будущем власти, избираемой в Украине. Будет переходное правительство. Когда я сказал об этом в январе этого года, да, многие улыбались и говорили, что это какой-то атовизм. Напомню, и переходное правительство было после войны в Сирии, и сейчас Трамп в Совбезе ООН зарегистрировал революцию, в которой он будет главой переходного правительства, а вместе с ним будут еще другие представители высшего, да, управления государств и мировые лидеры. Я думаю, что он имел в виду Тони Блэра, чья идея это была, но она кажется разумной. После той вакханалии, которую в стране устроил Зеленский, после поражения в правах, запрете на перемещение, пересечение границы, по языковым вопросам, масса других, Конституция на паузе, помните, как он говорил? Так вот, после этого, да, нужно еще восстанавливать верховенство права. Нужно не единый марафон, а нужен плюрализм мнений. Нужно провести амнистию по всем, по беспределу закрытым им партиям. Ведь он тогда, на тот момент, полностью уничтожил все оппозиционные партии, посадил оппозиционных политиков, по другим возбудил уголовные дела и выдворил буквально из страны. Друзья, я бы был в Украине, если бы не понимал, чем это для меня закончится. И я не вижу большого героизма, да, тупо сидеть на Скольдовом переулке и молчать, да, как это делает, ну, не молчать, а просто тем, кому нельзя, тем не дают права говорить. Вы слышали хоть слово Шуфрича?
Или вы слышали хоть слово Богуслаева или кого-то еще, кроме отдельных, да, людей, которые выгодны, в первую очередь, Зеленскому. Поэтому, друзья мои, еще раз, я думаю, что выборов не будет, но принимать таких решений нельзя. Выборы будут года через 3-4, после того, как мы еще раз восстановим верховенство права, заработают конституционные суды, другие суды, заработают все вертикали, да, в том числе и правоохранительные, и будут служить народу Украины, а не Зеленскому. И когда появится свободная пресса и равный доступ всех к телеканалам и к нашим избирателям. До этого проводить выборы просто глупо, абсурдно, и их результат очень предсказуем. Евгений Мураев был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Алексей. Пожимаю руку. Друзья, спасибо большое, что подписываетесь, за то, что вообще комментируете, высказываетесь. Вот очень важно говорить. Говорите, пишите. Всем добра и света. Увидимся.